Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 18 июня, друзья, суббота, и вы знаете, достаточно благоприятный день. Обязательно сегодня проведите простую практику, обязательно умойтесь водичкой с солью и скажите определенные слова. Почему именно эту практику нужно сделать сегодня, 18 июня? Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Вы знаете, на протяжении всего дня, 18 июня, вам время от времени придется менять свои планы, поскольку будет происходить то, чего вы никак не ожидали. Начало дня, к сожалению, будет не самое плодотворное время. Все-таки суббота, и многие из нас будут в это время отдыхать. Также в это время вероятны какие-то задержки в получении той или иной информации. При этом проблемы могут появляться там, где вы их совершенно не ожидали. И вы знаете, начало этого дня будет, к сожалению, непростым, особенно для тех, кто решил запланировать на это время какие-то важные встречи, переговоры, совещания. Кто-то сейчас скажет: боже, ну суббота, никто не работает. Ну, вы знаете, бизнес, у него нет понятия выходных, и люди всегда работают 24 часа, 7 дней в неделю. Сегодня будет очень трудно понять, кому можно доверять, а кому нет. Поэтому вы можете поспешно судить о людях и можете ошибаться гораздо чаще, чем обычно. День будет не так прост, как вам хотелось бы изначально. Если перед вами стоят важные рабочие вопросы, то будьте готовы решать их в одиночку. Сегодня вы сможете рассчитывать только на себя, поэтому старайтесь не полагаться на других. Даже люди, которые действительно хотят вам помочь, сегодня вряд ли смогут это сделать. Даже простой совет и тот будет получить очень трудно. Вне зависимости, вы решите позвонить коллеге или спросить у близких и родных. А также сегодня могут быть разногласия, которые будут возникать сегодня чаще, чем обычно. И таким образом, это будет мешать вовремя доводить до конца начатые дела. Также сегодня вас могут не поддерживать ваши близкие и родные вам люди. Но серьезных конфликтов вам удастся избежать, если вы постараетесь не смешивать свои деловые и личные интересы. Однако перемены к лучшему не заставят себя ждать. Вскоре после полудня появятся новые идеи, а также появятся заманчивые возможности и предложения. Также обращаем ваше внимание, что время после обеда – это время будет подходить очень успешно для деловых встреч и личных разговоров. В первой половине дня лучше не связывать себя никакими обязательствами, особенно финансовыми, и не стоит давать кому-либо каких обещаний, да и с покупками не спешите. Вторая половина дня будет гораздо удачливее и намного благоприятнее. Она обещает и успех в работе, и перемены к лучшему в личных отношениях. В общем, будет очень плодотворный день. Поэтому важные дела и ответственные встречи лучше планировать именно на это время. Вас ждет много разных дел, и приходится вам даже быстро переключаться с одного на другое. Но вас это только будет радовать, потому что скучать будет некогда, появляются интересные задачи, а вместе с ними и возможность показать своему окружению, на что вы способны. А вот с важными какими-то решениями лучше не спешите. При этом это не касается не только деловой сферы, но и личных отношений. Дайте себе возможность изучить ситуацию от А до Я, все хорошенько обдумать, взвесить, потому что, вероятно, сейчас самое время, когда вы сможете получить какие-то важные подсказки. Так стоит быть очень внимательными. Кроме всего, день очень интересен. У вас будет шанс достичь успеха во многих делах, в том числе в очень трудных и важных. У вас появятся новые планы, осуществить которые удастся благодаря поддержке хороших знакомых людей, с которыми вы раньше сотрудничали. Возможно, вам поступят какие-то, например, необычные предложения, благодаря которым вам откроется возможность быстрого роста, например, по карьерной лестнице, и которые очень порадуют вас. Вы сегодня не жалеете сил, чтобы достичь поставленных целей, и именно благодаря своей настойчивости часто можете добиться успехов.
Возможно, не всегда удается сразу добиться нужного результата, но вы никогда не отступаете, если на пути возникают какие-то преграды. У вас есть люди, которые разделят ваши стремления и интересы, захотят помочь вам во всем. Совместная работа может положить начало романтической истории. Вам предстоит возможность иметь дело с очень разными людьми. Со всеми будет легко найти общий язык, но не торопитесь делиться с ними своими идеями, потому что есть опасность, что ими может воспользоваться кто-то другой. У вас много сегодня будет получаться достаточно хорошо. Часто удается достичь важных целей, почти не прикладывая никаких усилий. И старые и новые знакомые готовы поддержать ваши идеи. Вам хорошо даются импровизации, и вы добиваетесь даже большего, чем рассчитывали изначально. Не исключены важные известия, неожиданные предложения и приглашения, возможные плодотворные переговоры, предложения, от которых вам точно не захочется отказываться. Порой вы будете просто вынуждены вмешаться в чужие дела, но даже в такие моменты вам удается никого не обидеть. Вы сможете исправить старые ошибки и сможете завершить или довести до конца дела, начатые ранее. Общение и переговоры в бизнесе пройдут успешно. Также успешным будет день и у творческих людей. Подходящий день и для решения финансовых вопросов, заключения сделок, а также, возможно, вам нужно будет подумать над важными решениями, которые касаются работы и бизнеса. Но, знаете, одно дело думать, а другое дело принимать решения. Поэтому сегодня пытайтесь проанализировать всю ситуацию от А до Я. Сегодня в этот день очень хорошо распределять свои финансы и планировать расходы. Там, где речь идет о деньгах, сделках, возможной прибыли, вы вполне можете положиться на интуицию. И вообще ваша финансовая картина очень сейчас благоприятна. Сегодня можно очень выгодно совершить покупку или аренду недвижимости, а также можно совершить много интересных и нужных покупок. Но перед тем, как что-то купить, очень хорошо подумайте, нужна ли вам такая вещь. Сегодня приветствуются только нужные и полезные приобретения. Сегодня вас едва ли кто-то сможет ввести в заблуждение и заставить принять неверное решение. Также сегодняшний день будет и благоприятен для поездок. Неважно, с какой целью вы отправляетесь в дорогу. В любом случае вас ждет приятное путешествие, которое подарит вам много ярких впечатлений. Они не только дадут нужный результат, но и позволят немного отвлечься от текущих проблем. На многие вещи вы сможете взглянуть по-новому. Вечер пройдет приятно, если вы сможете проявить осторожность и постараетесь не рисковать. Вечер порадует приятными событиями и удачными совпадениями. У вас будет возможность повидаться с людьми, по которым вы в последнее время очень скучали. Вы приятно проведете время за интересными беседами. Нетрудно будет найти сегодня общий язык с близкими людьми, и вообще контакты с другими людьми будут очень благотворными для вашего психологического состояния. Обращаем ваше внимание, сегодня у нас по лунному календарю 18 и 19 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Водолей. Сегодня отличный день для того, чтобы поменять свой имидж, заняться своим самообразованием, а также насладиться комфортом своего дома. Обращаем ваше внимание, очень будет хорошо, если вы вечером сможете зажечь свечу белого воска и поставить ее напротив зеркала, в которое нужно будет смотреть не менее 15 минут. После чего оставьте свечу догорать. Такая практика очистит ваше поле от любого негатива и придаст привлекательности внешнему виду. Что же касательно карты на 18 июня, то, друзья, у нас выпала карта «Влюбленные». Эта карта говорит о важном выборе в вашей жизни. И вы знаете, ситуация так называемого равнозначного выбора. Сегодня могут быть какие-то пикантные ситуации, может быть приятное общение, а также встреча с людьми. Также, если у вас есть проблемы, то в решении этой проблемы существует два пути решения. Но дело в том, что вы на данном этапе своей жизни колеблетесь или сомневаетесь. Поэтому вы сами для себя должны определить, что же вам делать дальше. Потому что карта говорит о том, что выбор между тем, что требуют от вас другие, и тем, что хотите вы.
и вы точно сделаете правильный выбор, исходя из своих знаний и умений на данный момент. Но судите об этом из более высокого уровня. Также карта говорит на неопределенность жизненной позиции, что может привести к неискренности. В глубоком смысле вы совершите правильные выборы, а также вас могут ждать равноправные искренние отношения. Ну а аффирмация этого дня звучит следующим образом. Я всегда делаю правильный выбор. Я есть любовь. Все, что я выбираю сейчас, часть позитивного вселенского замысла. Мой выбор приносит мне счастье. И, друзья, в этот день обязательно проведите следующую практику. Эта практика поможет вам смыть любой негатив, неудачи и проблемы в вашей жизни. Итак, берем простую пищевую соль. Нужно взять столько, чтобы влезла в вашу ладошку. Далее растворяем полностью в 2-3 литрах воды и вот этой водой ополаскиваемся полностью с головой. При этом говорим следующие слова. Соль очищает, вода смывает все, что сказано, сделано, надумано, подумано людьми злыми, колдунами лихими. Растворись в свое лихо, смойся водою тихо. После этого вы можете смыть, вот после того, как вы смыли себя водой, солью, сможете и просто ополоснуться водой. Именно в этот день, друзья, 18 июня, на убывающую луну, таким образом вы сможете смыть определенные проблемы и неприятности своей жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами уже в следующем видео.